Что будет, если самая ядовитая змея в мире укусит крошечного зверька размером с ладонь? Логичный ответ — смерть за несколько минут. Но медоед не просто выживает после укуса тайпана, чей яд убивает взрослого человека за 4 часа, он продолжает охоту, встряхивается и снова атакует змею. Это животное внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое бесстрашное существо на планете, и это звание он получил не случайно. Тайпан обитает в Австралии и центральной части страны, где температура воздуха летом достигает 50 градусов по Цельсию. Эта змея длиной до 2 метров обладает ядом, 1 миллиграмм которого убивает 250 тысяч мышей. Для сравнения, кобра, которую многие считают эталоном смертоносности, слабее тайпана в 50 раз. За один укус тайпан впрыскивает достаточно яда, чтобы убить 100 взрослых людей. Механизм действия яда устроен так, что жертва не успевает понять, что происходит. Яд тайпана атакует сразу несколько систем организма одновременно. Токсины разрушают оболочки нервных клеток, блокируют передачу сигналов от мозга к мышцам, и сердце просто перестает получать команды на сокращение. Параллельно другие компоненты яда запускают внутреннее кровотечение. Кровь теряет способность свертываться, и жертва буквально истекает кровью изнутри. Укушенная крыса теряет способность двигаться через 30 секунд и погибает в течение 2 минут. В 1979-м австралийский герпетолог Кевин Бадден зафиксировал случай, когда тайпан укусил пастуха в предплечье. Мужчина добрался до ближайшего фермерского дома за 18 минут. Это было последнее, что он сделал самостоятельно. Еще через 12 минут у него отказали ноги. Без противоядия, введенного медицинским вертолетом, через 40 минут после укуса он бы не пережил ночь. После выздоровления пастух описывал ощущение как огонь, который идет по венам от руки к груди. До того, как в 70-х годах разработали специфическое противоядие, укус тайпана означал гарантированную смерть. Первый задокументированный случай выживания без противоядия произошел в 1982-м. И то исследователи до сих пор спорят, действительно ли это был укус тайпана, а не другой змеи. Теперь представьте, что медоед — зверек весом около 12 килограммов, который ест, спит и охотится в том же ареале, где живет тайпан. Камеры-ловушки, установленные зоологами университета Квинсленда в 2014-м, зафиксировали следующее. Медоед атакует тайпана, змея наносит укус в область шеи зверька, медоед падает на бок и лежит неподвижно около 40 минут. Затем встает, отряхивается и доедает змею с того места, где остановился. Ни судорог, ни паралича, ни внутреннего кровотечения. Яд, который убивает пастуха за час, для медоеда оказался временным неудобством. Это не единичный случай и не исключение из правил. Медоеды регулярно охотятся на самых ядовитых змей Африки и Азии, на черных мамб, на египетских кобр, на сетчатых питонов. Черная мамба убивает необработанного противоядием человека в 100% случаев при укусе в туловище. Медоед после укуса мамбы просто засыпает на несколько часов, а потом просыпается и продолжает жить. Вопрос в том, как именно устроена биология этого зверька. Что позволяет ему делать то, на что не способен ни один другой наземный хищник на планете. Медоед весит в среднем от 9 до 12 килограммов и выглядит как помесь барсука с куницей. Черная спина, белая голова, короткие мощные лапы с когтями длиной до 25 мм. Эти когти способны разрывать асфальтовое покрытие дорог. Такие случаи фиксировали в Ботсване, когда медоеды разрывали битумные дороги в поисках личинок жуков под покрытием. Но внешность обманчива. Главное в медоеде не когти и не зубы, а то, что происходит внутри его тела на молекулярном уровне. Медоед принадлежит к семейству куньих и является единственным представителем рода Мелливора. Его ближайшие родственники – выдры и росомахи. Росомаха известна тем, что отгоняет медведей от добычи, и это уже говорит о характере семейства. Но медоед пошел дальше всех родственников. В 2009-м зоологи из Кейптаунского университета провели систематическое наблюдение за группой из 7 медоедов в заповеднике Калахари на протяжении 18 месяцев. За этот период 7 особей суммарно получили 23 укуса от ядовитых змей. Ни одна не погибла. 15 укусов пришлись от змей, чей яд является смертельным для человека без медицинского вмешательства. После каждого укуса медоеды теряли подвижность в среднем на 35 минут, после чего восстанавливали двигательные функции полностью. Поведение медоеда во время охоты на змей не похоже на случайное столкновение. Зверек целенаправленно ищет змей, атакует первым и бьет в голову именно туда, где укус наиболее вероятен в ответ. Это означает, что медоед знает о своей защите и использует ее осознанно как охотничий инструмент. Он провоцирует укус, потому что после него змея временно тратит запас яда и становится менее опасной.
Характер медоеда подтверждают случаи, которые фиксировали рейнджеры в национальных парках Южной Африки. Медоед в одиночку атаковал молодого леопарда весом около 40 килограммов и заставил его отступить. Тот же зверек через 3 дня был замечен за поеданием черепахи, панцирь которой он разгрыз без видимых усилий. Сила укуса медоеда составляет около 160 килограммов на квадратный сантиметр. Это сопоставимо с гиеной, чьи челюсти дробят бедренные кости буйвола. В зоопарках медоеды стали отдельной легендой. Зоопарк в Хагенбеке в Германии задокументировал 137 побегов одной особи по имени Стомпи за 3 года содержания. Медоед использовал камни, ветки и собственное тело как инструменты. Складывал их в определенном порядке, чтобы создать ступени к стене вольера. Когда сотрудники убирали камни, он начинал копать подкоп. Когда заливали подкоп бетоном, он начинал карабкаться по сетке, используя когти. Директор зоопарка в интервью газете «Гамбургера» Бен Блат в 2012-м назвал медоеда единственным животным, которое мы не можем удержать без полной перестройки вольера. Но все это сила, характер, интеллект — лишь часть истории. Главный вопрос остается открытым. Что именно в биологии медоеда делает его невосприимчивым к яду, который гарантированно убивает любое другое млекопитающее его размера? Ответ нашли в 2012-м, когда группа молекулярных биологов из Копенгагенского университета расшифровала полный геном медоеда и сравнила его с геномами 23 других млекопитающих. Они искали мутации в генах, отвечающих за строение натриевых каналов, белковых структур в оболочке нервных клеток, через которые проходят электрические сигналы. Именно эти каналы атакуют нейротоксин тайпана и большинства других ядовитых змей. У человека, крысы, собаки и практически любого другого млекопитающего натриевые каналы имеют стандартную конфигурацию. Нейротоксин змеиного яда встраивается в канал как ключ в замок, блокирует его и останавливает передачу нервных импульсов. У медоеда в гене SCN5A, который кодирует строение этих каналов, обнаружили 3 специфические точечные мутации. Из-за этих мутаций форма рецептора изменилась настолько, что нейротоксин больше не может к нему присоединиться. Яд попадает в кровь, достигает нервных клеток, пытается заблокировать каналы и просто скользит мимо, не находя точки крепления. Та же мутация с небольшими вариациями обнаружена у мангустов и у свиней. Именно поэтому свинья может выжить после укуса гремучей змеи, а мангуст охотится на кобр. Но у медоеда эта мутация выражена сильнее, чем у любого другого известного млекопитающего и охватывает большее количество типов натриевых каналов одновременно. Это объясняет защиту от нейротоксинов. Но тайпан использует не только нейротоксины. Его яд содержит также протромбин, вещество, которое запускает неконтролируемое свертывание крови внутри сосудов, что приводит к тромбозу и одновременно к истощению факторов свертывания, после чего кровь перестает сворачиваться вообще. Против этого компонента мутация натриевых каналов бессильна. Здесь вступает второй механизм защиты медоеда. Анализ крови, проведенный в той же лаборатории, показал аномально высокую концентрацию специфических ферментов печени, которые расщепляют гемотоксичные компоненты змеиного яда до того, как те успевают запустить каскад свертывания. Скорость работы этих ферментов у медоеда в 7 раз выше, чем у человека. Фактически печень медоеда нейтрализует гемотоксины так быстро, что они не успевают достичь критической концентрации в крови. Третий компонент защиты – кожа. Толщина кожи медоеда на спине и боках составляет 6 мм. Это примерно в 4 раза толще, чем кожа человека в тех же местах. Кожа настолько плотная и эластичная, что клыки большинства змей физически не могут пробить ее достаточно глубоко, чтобы впрыснуть полную дозу яда в мышечную ткань. Рейнджер заповедника Крюгера в Южной Африке Дэн Смит зафиксировал в своем отчете 2016 года случай, когда взрослый леопард сомкнул челюсти на спине медоеда и не смог удержать захват, потому что кожа буквально выскользнула из зубов. Сочетание 3 механизмов – измененные натриевые каналы, сверхактивные ферменты печени и броневая кожа – создает защиту, которую эволюция оттачивала предположительно около 5 миллионов лет. Палеонтологи нашли останки предков медоеда в Кении в отложениях возрастом 4 миллиона 800 тысяч лет. Уже тогда строение костей указывало на те же морфологические особенности, что есть у современных особей. Но знание механизма не отвечает на другой вопрос. Почему медоед вообще начал охотиться на змей, а не просто выработал иммунитет для защиты от случайных укусов? Эволюционный ответ на этот вопрос лежит в географии. Медоед живет в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии, именно там, где сосредоточена наибольшая плотность ядовитых змей на квадратный километр среди всех регионов планеты. Сухие саванны Ботсваны, каменистые пустоши Ирана, джунгли Индии, везде, где обитает медоед, ядовитые змеи составляют от 15 до 30% всей фауны пресмыкающихся.
Палеоклиматологи установили, что около 6 миллионов лет назад Африка пережила резкое иссушение климата. Леса отступили, саванны расширились, пищевые ресурсы для мелких млекопитающих сократились. Предки медоеда оказались в условиях, когда конкурировать за традиционную добычу — грызунов, птичьи яйца, насекомых — стало значительно сложнее. Змеи при этом оставались доступным и питательным ресурсом, от которого все остальные хищники держались на расстоянии. Особи с врожденными мутациями натриевых каналов получили критическое преимущество. Они могли есть то, что другие не могли тронуть. Эти особи выживали чаще, оставляли больше потомства, и мутация распространялась в популяции. Это классический пример направленного естественного отбора, но с необычной деталью. Отбор шел не просто на выживание после случайного укуса, а на формирование активного охотничьего поведения. Биолог Люси Кинг из Организации по защите слонов в Кении в 2017-м описала наблюдение, которое показывает, насколько глубоко охота на змей встроена в поведение медоеда. Детеныш медоеда в возрасте 3 месяцев, еще не получивший ни одного укуса в жизни, при первой встрече со змеей длиной около метра немедленно атаковал ее, целясь в голову. Мать не обучала его этому поведению, она находилась в 20 метрах и не реагировала на происходящее. Инстинкт охоты на змей у медоеда врожденный, а не приобретенный. Это разделяет медоеда и мангуста, двух животных, которых часто сравнивают из-за схожего иммунитета. Мангуст обучается охоте на кобр, наблюдая за матерью. Если мангуста вырастить в изоляции без контакта со змеями, он будет их избегать. Медоед атакует змею инстинктивно с первого дня, когда физически способен это сделать. Мутация SEN5A у медоеда также объясняет одну странную особенность его поведения, которую долго не могли интерпретировать. Медоеды регулярно едят африканских пчел прямо из улья, игнорируя тысячи укусов одновременно. Пчелиный яд содержит компонент мелитин, который также воздействует на натриевые каналы нервных клеток. Та же мутация, которая защищает от змеиного нейротоксина, дает частичную защиту от пчелиного яда. Медоед не чувствует боли от укусов пчел в той степени, в которой ее чувствовало бы любое другое млекопитающее его размера. Именно поэтому он получил свое название. Медоед не потому, что ест мед как деликатес, а потому, что регулярно разрушает ульи африканских пчел, которые значительно агрессивнее европейских, и поедает и мед, и личинок, и взрослых пчел, получая при этом тысячи укусов, которые для любой другой собаки или кошки его размера стали бы смертельными. Мутация, которая начиналась как случайное изменение в одном гене у нескольких особей 6 миллионов лет назад, перестроила весь образ жизни целого вида. Но мутация объясняет устойчивость к яду. Она не объясняет, как медоед находит змей быстрее, чем змеи обнаруживают его. Медоед находит змей носом. Обонятельная система медоеда содержит около 280 миллионов рецепторных клеток. Для сравнения, у человека их около 6 миллионов. Змеи выделяют специфические феромоны через кожные железы, и медоед улавливает этот запах на расстоянии до 300 метров даже при сильном боковом ветре. Фактически медои чуют змею раньше, чем та успевает почувствовать вибрацию его шагов через землю. Змеи не имеют ушей в классическом понимании. Они воспринимают мир через вибрации почвы, которые передаются через нижнюю челюсть и через тепловые рецепторы, улавливающие инфракрасное излучение теплокровных существ. Медоед использует оба этих ограничения против змеи. Двигаясь по каменистому грунту, где вибрация распространяется хуже, чем по мягкой почве, он приближается к змее на расстояние удара прежде, чем та получает достаточно сигналов для однозначной идентификации угрозы. Видеозаписи, сделанные камерами-ловушками в заповеднике Этоша в Намибии в 2018-м, зафиксировали 12 эпизодов охоты медоеда на ядовитых змей. В 10 из 12 случаев змея реагировала на приближение медоеда менее чем за секунду до контакта. В 8 случаях первый укус медоеда приходился точно в голову змеи, что немедленно нарушало координацию жертвы. Точность атаки в голову при движущейся цели — это охотничий навык, который требует либо длительного обучения, либо врожденной специализации нервной системы. Сам удар медоеда молниеносный. Скорость броска головы при атаке составляет около 4 метров в секунду. Это сопоставимо со скоростью удара кобры, которая считается одной из самых быстрых змей мира. При этом медоед бьет снизу вверх, целясь в основание черепа змеи, где расположен продолговатый мозг. Повреждение этой зоны вызывает немедленную потерю координации у жертвы. Но не каждая охота заканчивается быстро. Тайпановые черная мамба — активные быстрые змеи, которые не сдаются без сопротивления. Мамба способна развивать скорость до 20 км в час на коротких дистанциях и атаковать несколько раз в секунду. Записи из Этоши показывают, что охота на крупную мамбу длиной около 2 метров заняла у медоеда 22 минуты. За это время змея нанесла 3 укуса, 2 в область шеи и 1 в переднюю лапу. После 3-го укуса медоед лег на бок и оставался неподвижным 17 минут. Затем встал и продолжил преследование. Мамба к этому моменту частично израсходовала запас яда и двигалась медленнее. Медоед настиг ее и завершил охоту.
Поедание змеи также происходит по определенному алгоритму. Медоед начинает с головы. Это не случайность. Ядовитые железы расположены в голове змеи, и при раздавливании они могут выбросить яд. Съедая голову первой и немедленно, медоед устраняет единственный оставшийся источник опасности. После этого он поедает змею целиком, включая кости, лаю и чешую, за исключением самого кончика хвоста, который часто остается нетронутым, предположительно из-за низкой питательной ценности. Крупный тайпан длиной 180 см медоед съедает примерно за 1,5 часа. После этого он, как правило, находит укрытие и спит от 4 до 6 часов. Организм тратит значительные ресурсы на нейтрализацию яда, который все же попал в кровь в небольших количествах. Просыпаясь, медоед готов к следующей охоте. Эта система работает безупречно против любой змеи, которую медоед встречал за миллионы лет эволюции в Африке и Азии. Но в 21 веке ареал медоеда начал пересекаться с территориями, где живут змеи, с которыми его предки никогда не сталкивались. В 2016 в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке зафиксировали случай, который поставил зоологов в тупик. Медоед напал на габонскую гадюку, змею, которая обитает преимущественно в центральноафриканских дождевых лесах и в саваннах Квазулу-Натал. Встречается крайне редко. Габонская гадюка имеет самые длинные клыки среди всех змей мира – до 5 сантиметров. Это означает, что при укусе яд вводится не в поверхностные слои ткани, а глубоко в мышечную массу, напрямую к крупным кровеносным сосудам. Яд габонской гадюки преимущественно гемотоксичный. Он разрушает стенки кровеносных сосудов и вызывает массивное внутреннее кровотечение. Нейротоксический компонент в нем минимален. Это означает, что мутация натриевых каналов медоеда против яда габонской гадюки практически бесполезна. Защита, которая безупречно работала против тайпана и мамбы, здесь не давала того же эффекта. Медоед в Квазулу-Натал получил укус габонской гадюки в область передней лапы. Рейнджер Сибусисо Зулу наблюдал за происходящим с расстояния около 30 метров и фиксировал события в полевом журнале. Лапа медоеда начала опухать в течение первых 10 минут, значительно быстрее, чем это происходит при нейротоксичных укусах. Медоед не потерял сознание и не лег на бок, как обычно, после укуса нейротоксином. Вместо этого он продолжал атаковать змею, несмотря на нарастающий отек конечности. Через 30 минут он убил гадюку и начал ее есть, волоча левую переднюю лапу по земле. Зулу нашел медоеда на следующее утро в 300 метрах от места схватки. Животное лежало под кустом акации, лапа опухла до размеров вдвое превышающих норму. Медоед был жив, но явно испытывал дискомфорт, что само по себе редкость для этого животного. Через 4 дня Зулу снова обнаружил его следы в том же районе. Медоед передвигался нормально, опухоль спала. Этот случай показал границу возможностей медоеда. Его иммунитет не абсолютен, он оптимизирован под конкретные типы яда, с которыми вид сталкивался на протяжении миллионов лет эволюции. Гемотоксины в высокой концентрации, которые вводятся глубоко в ткань длинными клыками, создают нагрузку, с которой организм справляется значительно тяжелее. Аналогичная ситуация возникает при встрече медоеда с крупными питонами. Сетчатый питон длиной более 4 метров не ядовит, но способен создать давление при сжатии около 90 килограммов на квадратный сантиметр. Против этого никакой иммунитет не помогает. Известны документально подтвержденные случаи, когда крупные питоны убивали медоедов удушением. Единственный зафиксированный способ гарантированно нейтрализовать этого зверька без применения яда. Но случай с габонской гадюкой и питоном всего там исключение. Против 90% ядовитых змей в своем ареале медоед остается практически неуязвимым. И именно эта неуязвимость создала неожиданную проблему для исследователей, которые попытались изучить медоеда в контролируемых условиях. В 2019-м лаборатория токсикологии Йоханнесбургского университета попыталась взять образцы крови у дикого медоеда для анализа концентрации антител после укуса змеи. Животное поймали в ловушку, ввели стандартную дозу седативного препарата, используемого для обездвиживания животных сопоставимого размера. Медоед отреагировал на дозу, рассчитанную на 12-килограммового хищника. Через 40 минут вместо ожидаемых 10 его метаболизм перерабатывал химическое вещество настолько быстро, что стандартный протокол не работал. Дозу пришлось увеличить вдвое. Это означало, что та же сверхактивность ферментов печени, которая нейтрализует змеиный яд, одновременно нейтрализует и любые другие химические вещества, попадающие в кровь медоеда. Иммунитет медоеда не просто защищает его от змей, он делает его устойчивым ко всему, что пытается химически воздействовать на его организм извне. Открытие Йоханнесбургской лаборатории подтвердило то, что ветеринары в африканских заповедниках замечали годами, но не могли объяснить. Медоеды, попавшие в капканы браконьеров с отравленными приманками, выживали после доз яда, которые убивали гиен и леопардов.
В 2014 в заповеднике Чобе в Ботсване браконьеры отравили водопой цианидом, чтобы убить слонов ради бивней. Погибло 11 слонов, 4 гиены и 2 гиеновидные собаки. Медоед, следы которого были обнаружены у того же водопоя по характерным отпечаткам лап, в последующие дни продолжал фиксироваться камерами в том же районе живым и активным. Цианид блокирует фермент цитохромоксидазу, который необходим клеткам для выработки энергии. Без этого фермента клетки перестают получать кислород и погибают. Фактически организм задыхается изнутри при нормальном дыхании. У медоеда печень вырабатывает родановую кислоту в концентрации, достаточной для частичного связывания цианида до того, как тот достигает клеток. Этот механизм не дает полной защиты от высоких доз, но при умеренном отравлении медоед нейтрализует достаточно цианида, чтобы выжить. Устойчивость к химическому воздействию проявляется и в другом контексте. В 2011-м фермер в провинции Лимпопо в Южной Африке обнаружил, что медоед регулярно разрушает его ули. Он обработал ули инсектицидом на основе органофосфатов, химическим веществом, которое используется также в боевых нервно-паралитических веществах и которое убивает большинство млекопитающих через подавление фермента ацетилхолинестеразы. Медоед вернулся через 2 дня, вскрыл обработанные ульи, съел мед и личинок и ушел без видимых последствий. Фермер задокументировал это в жалобе в местное управление охраны природы, приложив фотографии разрушенных ульев и результаты химического анализа, подтвердившего наличие инсектицида. Токсикологи объясняют эту устойчивость не только активностью печени. У медоеда обнаружена повышенная экспрессия генов группы CIP3A, тех же генов, которые у человека отвечают за метаболизм лекарственных препаратов. У людей с высокой активностью этих генов стандартные дозы некоторых медикаментов не производят терапевтического эффекта, организм расщепляет их слишком быстро. У медоеда эта система работает настолько интенсивно, что большинство экзогенных токсинов теряют активность прежде, чем накапливаются до летальной концентрации. Это создало парадоксальную ситуацию в ветеринарной практике. В 21 веке медоеды все чаще попадают в реабилитационные центры дикой природы после столкновений с автомобилями или попадания в капканы. Стандартные протоколы обезболивания для животных сопоставимого размера на медоедах не работают. Ветеринар Андреа ван дер Мерве из реабилитационного центра в Притории в своей публикации 2020 года описала случай, когда медоеду с переломом лапы потребовалась доза анестетика в 3,2 раза выше стандартной для животного его массы. При этом пробуждение после наркоза произошло через 40 минут вместо ожидаемых 2 часов. Та же публикация содержала наблюдение, которое объясняет еще одну загадку поведения медоеда. После операции животное демонстрировало значительно меньшую болевую реакцию на перелом, чем ожидалось. Ван дер Мерве предположила, что высокая активность ферментов метаболизма влияет также на скорость расщепления эндогенных болевых медиаторов, веществ, которые организм сам вырабатывает в ответ на травму. Медоед буквально быстрее нейтрализует собственные болевые сигналы, что объясняет его способность продолжать охоту после укусов и травм, которые для другого животного означали бы полную потерю боеспособности. Совокупность всех этих механизмов, измененные рецепторы, сверхактивная печень, нечувствительность к боли делает медоеда не просто устойчивым к яду конкретных змей. Она делает его биологически устойчивым к химическому воздействию как таковому. Но все эти механизмы защиты меркнут перед вопросом, который ученые начали задавать в последние 10 лет. Может ли биология медоеда дать что-то полезное для человека? Ежегодно от укусов змей погибает от 80 до 100 тысяч человек. Еще около 400 тысяч получают необратимые последствия. Потерю конечностей, хроническую почечную недостаточность, необратимые неврологические нарушения. 90% этих случаев происходят в странах Африки, Южной Азии и Латинской Америки, где доступ к противоядию ограничен или отсутствует. Медоед живет именно в этих регионах и не погибает. Это несоответствие стало отправной точкой для нескольких исследовательских программ, запущенных одновременно в разных странах в период между 2015 и 2020. Команда биохимиков Национального института здоровья в США в 2018-м синтезировала искусственный аналог мутантного натриевого канала медоеда и протестировала его на культурах нервных клеток человека. Результат был однозначным. Клетки с модифицированным каналом демонстрировали устойчивость к альфа-нейротоксинам кобры и тайпана на уровне 92%. Токсин присутствовал в среде, достигал клеток, но не мог к ним присоединиться. Клетки продолжали нормально функционировать при концентрации яда, в 8 раз превышающей летальную для стандартных клеток. Это открытие немедленно поставило вопрос о возможности генной терапии. Теоретически, введение модифицированного варианта гена SCN5A в клетки периферической нервной системы человека могло бы создать частичную устойчивость к нейротоксинам. Практически это пока невозможно по 2 причинам.
Первое. Натриевые каналы участвуют в работе сердца, и неконтролируемая модификация их структуры может нарушить сердечный ритм. Вторая. Периферическая нервная система содержит миллиарды клеток, и доставить генетическую модификацию в каждую из них существующими методами нереально. Но параллельное направление исследований дало более быстрый практический результат. Группа из Оксфордского университета сосредоточилась не на копировании мутаций медоеда, а на изучении антител в его крови. Оказалось, что иммунная система медоеда вырабатывает специфические антитела к компонентам змеиного яда, даже без предварительного контакта с конкретным видом змеи. Это означает, что часть иммунитета является врожденной, а не приобретенной через многократные укусы. В 2022-м Оксфордская группа выделила 3 класса антител из крови медоеда, которые показали нейтрализующую активность против яда черной мамбы в лабораторных условиях. Один из этих классов, обозначенный в публикации как HB7, нейтрализовал дендротоксин мамбы эффективнее, чем существующее коммерческое противоядие, при этом не вызывая анафилактической реакции на мышах. Существующие противоядия производятся путем введения яда лошадям и последующего извлечения антител из лошадиной сыворотки. Лошадиные антитела чужеродные для человеческого организма и в 50% случаев вызывают тяжелые аллергические реакции, иногда смертельные. Антитела типа HB7, синтезированные на основе структуры иммунных белков медоеда, теоретически должны быть значительно менее иммуногенными для человека. Клинические испытания на людях не начаты. Путь от лабораторного результата на мышах до препарата, одобренного для применения у людей, занимает в среднем от 10 до 15 лет. Но направление определено, и несколько фармацевтических компаний уже подали заявки на патентование синтетических аналогов антител медоеда. Самое шокирующее в этой истории не то, что маленький зверек выживает после укуса тайпана. Шокирует хронология. Медоед выработал эту защиту за 5 миллионов лет эволюции в условиях, где альтернативой была смерть. Человечество потратило весь 20 век на создание противоядий, которые работают несовершенно, требуют холодовой цепи хранения и недоступны там, где нужны больше всего. Зверек весом 12 килограммов решил ту же задачу радикально и окончательно, перестроив собственную биохимию на молекулярном уровне. В 2023-м в Индии от укусов змей погибло около 58 тысяч человек. В том же году в том же регионе медоеды получали укусы от тех же змей и продолжали жить. Эволюция уже написала решение этой проблемы. Задача науки — научиться его читать достаточно быстро. В начале этой истории был вопрос, что происходит, когда самая ядовитая змея в мире кусает крошечного зверька размером с ладонь. Теперь есть точный ответ. Медоед получает укус, теряет сознание на 35 минут, просыпается, доедает змею и идет дальше. Не потому, что он везучий, не потому, что укус был слабым, а потому, что 3 независимых биологических механизма, отточенных 5 миллионами лет эволюции, делают яд тайпана для медоеда примерно тем же, чем таблетка аспирина является для взрослого человека. Временным дискомфортом без серьезных последствий. Медоед не единственное животное с частичным иммунитетом к змеиному яду. Мангуст, свинья, опоссум — все они имеют те или иные адаптации. Но медоед единственный, кто объединил все 3 уровня защиты одновременно: молекулярную блокировку нейротоксинов, биохимическую нейтрализацию гемотоксинов и физический барьер в виде непробиваемой кожи. Это не одна мутация, это целая система, каждый элемент которой усиливает остальные. Показательна реакция самих змей на медоеда. Тайпан, который атакует все живое в радиусе своей досягаемости, при встрече с медоедом демонстрирует поведение, нетипичное для этого вида. Попытку отступить. Это зафиксировано в нескольких видеозаписях из Австралии и интерпретируется герпетологами как признак того, что змеи способны распознавать медоеда как угрозу, а не как добычу. Эволюция идет в обе стороны. Медоед выработал иммунитет к змеям, змеи выработали инстинкт избегания медоеда. В 2021 в зоопарке Дубая медоед по имени Сосиль прожил в неволе 24 года и 3 месяца. Абсолютный рекорд продолжительности жизни для этого вида в задокументированной истории наблюдений. За эти годы он пережил 2 директоров зоопарка, 15 смен обслуживающего персонала и 7 попыток побега, 3 из которых увенчались успехом и закончились поимкой зверька на территории соседнего жилого квартала. Средняя продолжительность жизни медоеда в дикой природе составляет около 7-8 лет. Если медоед так ловко справляется со змеями, то что же он может сделать с вашими скучными вечерами? Загляните на наш сайт whiteori.com, там вас ждут еще больше интересных историй и видео. Ссылка в описании.
В неволе, без хищников и с регулярным питанием они живут значительно дольше, что само по себе говорит о том, что в природе их убивают не болезни и не старость, а столкновения с превосходящими по размеру противниками. Самый маленький медоед, когда-либо зафиксированный в дикой природе, весил 4 килограмма 600 граммов. Это был самец в возрасте около 2 лет, которого отследили с помощью радиоошейника в заповеднике Масаи Мара в Кении в 2019. За 8 месяцев наблюдений он убил и съел 23 змеи, включая 2 черных мамб. Он весил меньше среднего домашнего кота и охотился на змей, которые убивают взрослых людей. Вопрос, с которого началась эта история, имеет ответ. Но он порождает другой вопрос, который остается открытым. Если природа уже создала существо с практически абсолютным иммунитетом к самым смертоносным ядам планеты, и если наука уже расшифровала молекулярные механизмы этого иммунитета, то сколько времени потребуется, чтобы 58 тысяч человек, ежегодно погибающих от укусов змей в Индии, перестали погибать? Медоед уже знает ответ. Он выработал его 5 миллионов лет назад. Теперь очередь за людьми.